Идем на тренировку. Где второй? Вон второй. Сейчас у нас карточки на автобус есть. Мы тут немножко квест проходили, как их приобрести. Вот. Сейчас попробуем на него попасть. Если не получится, то сядем на маршрутку. И у нас сегодня первая тренировка по тэквондо, ребят. Нас приглашали на вчера, но вчера нам было некогда. Вчера мы ходили кататься на пароходике, на корабле, короче. Так что так, ребята, машина сзади, идем в один ряд. Нормал. Так что, если будет сейчас этот автобус, значит поедем на автобусе. Не будет, сядем на маршрутку. Маршрутка дороже в 2 раза. Мы пришли, до начала еще 6 минут. Ребята подтягиваются, вот одетые более-менее. Спортивные штаны хотя бы у них нужные. Нам надо все это будет купить. Там вон свадьба пошла. Этот зал находится в парке, в городском Эрдемли. Тут такие вот рисунки на нем нарисованы. Тренера пока нету, сейчас дождемся. Ну, саму тренировку я показывать не буду, наверное, чтобы это не смущать никого. А так вот немножко поснимаю. Начало вроде в 3, время сейчас без 5 примерно. Сейчас осталось подождать чуть, прибежит тренер. Ребята потихоньку собираются. Ребята позанимались, побегали. Особо снимать их не получилось. Тут они бегали постоянно, безостановочно. Сейчас выйдут, расскажут. Что там рассказывал тренер? Например, какие там у него... Вернее, девочка, что переводила? Ну, типа, там, когда ты ударяешь, да, мне нужно там смотреть вниз. А, понятно. Так, а Миша... А, вот сюда он ускакал, да? Да, тут есть где развернуться. Качельки, глянь, сколько много здесь. Ну, сейчас там остались те, кто, так сказать, поопытнее. Дополнительная, так сказать, тренировка. Он вас записал, да, в конце? Я видел, вы подходили. И да, тебя, и Мишу? Да. А Миша, он не стал спрашивать номер почему-то. Номер? Да. А номер какой? Телефонный. А ты знаешь номер телефона мамы? А? Номер маминого телефона знаешь? Нет, не знаю. А чей, свой оставил? Да. Окей. Ты сказал, что WhatsApp? Да, WhatsApp phone number. Ну окей. Что, пускай этого Мишу. Вон он, Миша, наверху бегает. Площадка интересная, действительно, такая большая. Как тебе тренировка? Нормально было. Нагрузка нормальная? Да. А ты в очках бегал, нормально тебе, комфортно было? Ну, комфортно, да, я если на физре он ходит на самом начале. Обычный бег был, да? Ага. Потом нас по парам построили и спринты бегали. На физре я также там вокруг школы мотал в очках, спринты тоже мотал в очках, нормально. Понятно. Вот заодно я по такой подумал. Заодно подготовились к физре к нормативам. Понятно. Миш, пойдем домой. Миша вон какой-то раздобыл горку. Привет! Вот по этой трубе сейчас он красно-желтый поедет. Видно, она крутая. В принципе, да, такие повороты здесь. Я не знаю, что там внутри происходит.
как там? Страшно ехать? Нет? Я медленно ехал. А ты что, попой держался или как ты? Почему медленно ехал? А, папа еще знаешь, что сказали? Что сказали? Надо штаны купить. Штаны, да, надо купить. Я стал спрашивать, где их купить у женщины, мамы этой вот русских девочек, русскоговорящих, потому что мама у них с Украины, из Украины. И они у тренера заказывали. Поэтому мы попробуем просто через интернет заказать с помощью наших друзей турецких. Единственное, размер надо угадывать. Посмотрим. Занимались. Сейчас немножко по парку погуляем. А может и не погуляем, мы сейчас пойдем. Вот там уже море, вот оно видно. Видишь, вот с левой стороны море. Да. Миша на площадку на детскую забурился, теперь не хочет уходить. Вот. А нам надо еще в пару мест зайти и ехать домой. Ой. Идем на остановочку потихоньку. Ой. Киса-киса. Что тут там? Мы немножко срезаем косячком в этом направлении своей остановки. Поедем сейчас домой. Особо ничего снимать не получится, потому что когда ребята занимались, особо там они бегут толпой, особо ничего не снимешь. А сейчас вот мы идем просто на остановку. Тут мост пешеходный вот есть через реку, а я даже ни разу не видел его. Что-то здесь никогда еще не ходили, не гуляли. Давай налево. Пойдем мост посмотреть? Да. Пойдем. Не, пошли домой. Пойдем, а нам в любом случае мы слишком сильно сюда завернули. Мы сейчас выйдем на свой перекресток, ну чуть-чуть с маленьким подворотом. Мост специально так сделали, чтобы в нем мотоциклисты не заедут. Мотоциклисты здесь катаются как хотят везде. Вот такой мост здесь пешеходный есть. Мы сейчас по этой улочке пойдем и придем на свою остановку. Только мы что-то поперлись прямо по этому, по проезжей части. Сейчас немножко на тротуар подзавернем. Вон там вот тротуар. Гурджан Академия написано. Вот там вот тротуар. Геледжек. Да, там тоже тротуар. Мы вот по этому пойдем. English, Геледжек, Хедеф. Илги, Экип. А может тоже зайдем, спросим, если здесь курсы того, что нам надо. Мы, мне кажется, не сюда заходили с мамой. Пойдем спросим. Мы сюда вот заходили, здесь нету тоже ничего подобного. Мы искали курсы турецкого языка, а у них есть только курсы английского языка. И во второй организации то же самое. Они, надо сказать, и английский язык не очень хорошо знают. Олег спросил, есть ли у них курсы английского, вернее, турецкого языка. Они сказали, что мы не знаем и нет. Вот. Типа не говорить по-английски. Да, сказали, что по-английски не говорят. Ну ладно, мы идем по своим делам. Сейчас постоим, подождем. Хорошо бы дождаться этот большой автобус. На нем проезд в 2 раза дешевле. Сюда мы по трешке доехали, не знаю, как в обратную сторону. Подождем большой недолго, а там видно будет. Короче, мы попали в этот автобус. Единственное, что надо сперва говорить, куда ты едешь, потому что у нас, получается, с детей вообще по 5 с лишним взяли за проезд, а только с меня с одного 2,75. Мы в больничке. Что-то Алексею поплохело.
половина 10-го. Мы в больничке. Как вы думаете, с кем? Конечно же, с нашим дорогим другом, который, как только услышал, что Алексею не очень хорошо, сразу завел машину и сказал: срочно едем в больничку. Привез нас, со всеми пообщался по-турецки. В кассу мы оплатили 55 лир. Вот. И сейчас Алексея завели в комнату, в которую меня не пустили. Я здесь снаружи жду их. Сейчас уже должны Алексея смотреть. Всем доброе утро. Мама с утра уже нажарила блинов. Олег, Я что ты за человек? вот такие вот блины получились у нашей мамы. По какому случаю, блин? Не знаю. Нас пригласили в гости на бранч. Бранч — это совмещенный завтрак и обед. Так, а я тут завтракаю, что я решил взять себе один блинчик, порезал немного хлеба, варенье, сыр, арахисовая паста. Как-то так. Ну что, нас позвали на завтрак, посмотрите. Как Как выглядит турецкий завтрак. Oraya 2 satır kuru kuru işte nice mutlu yıllar hocam yazmak istemedim. En azından dedim bir hem o pozitif sesinizi de bir duyayım dedim. Kaygılardan uzak ama hocam. Nice mutlu yıllar tüm sevdiklerinizle, Serkan hocamla, Atay'la, eşim de Serdinç'te el sallıyor. O da doğum gününüzü kutluyoruz. Это Нас еще суджуком угощают. Посмотрите, сколько красоты. Ребят тоже пригласили. Мы сначала с Алексеем вдвоем пришли, позвали ребят. Здрасте, скажите зрителям. Всем здравствуйте. Aleykümselam. О. Hi. О. Как это еще раз? Again. No, Eray again. Merhaba. Aleykümselam. Привет, привет, привет. Вот такие у нас веселые, приветственные друзья. Вот. Кому понравилось, ставьте лайк, давно просили. Wait. Wait. We didn't press 5. Ну что, дорогая, у нас такие замечательные друзья. Знаешь, что мы делаем? Hello. Hello, привет. Мы бегаем по всему нашему комплексу и ищем людей, которые поедут скоро в Россию. И мы нашли тебе 24 сентября. Люди летят в... Ой, как называется? В Москву. Вот. Теперь думай, как из Москвы тебе забрать документы. Мы пришли, вернулись опять к ним. Да, мы зашли в несколько квартир и в итоге нашли русских, которые полетят в Москву через 2 недели. А еще нам чизкейк подготовили. Вот такая вот вкуснятина. Я даже уже стесняюсь приглашать в ответку людей. А вот это собственного производства арахисовая паста. Abi işte karışma bir kat malikim de haşlamış. Sen karışma bilmem. Ya bu insanlar çocuk değil ki 50-60 yaşında insanlar yani. Ayıp yani. Onu diyorum. Benim kızdığım nokta o. Biz hiçbirimiz çocuk değiliz. Hepimiz belli gün görmüş, şey yapmış insanlarız yani. Karşısında evinde haşladığı, bilmiyorum haşlıyor mu yoksa fabrikasında haşladığı işçiler değiliz biz yani. О, teşekkür ederim. О, какая красота. Teşekkür ederim. Doğru. Tamam abi, tamam. Siz gönderin ben şeye Serdinç'in
стереть. Сегодня мы идем с детьми одни. Алексея дома оставили, потому что сегодня утром тоже поднялось давление, днем вроде опустилось, но оно у него не идеально. Это очень плохо, мы, конечно... Парео возьми, Олег, пожалуйста. Мы, конечно, за него переживаем. Ну, с детьми теперь вдвоем идем. Сейчас за соседкой зайдем, может, она тоже с нами пойдет, посмотрим. Такие у нас дела, друзья. Ну что, друзья, мы накупались с детьми. Сегодня море классное, такое теплое. Уже, конечно, не парное молоко, но оно прям очень-очень все равно теплое. Когда выходишь, холодно, прям вот жесть, как холодно, ветер, потому что такой достаточно активный. Вот, волны средней степени, я бы сказала, потому что с головой нас не накрывало. Я сегодня не хотела мочить голову, и я ее не намочила. Мишусь, давай сегодня последний раз голову мочил, ладно? Потому что ветер дует, холодно прям. Это хорошо, у тебя капюшон. А ты же в море не в капюшоне, голова всегда на поверхности. Это холодно, не надо, ладно? Так, все, сезон закончился. Уже видите, шезлонги наши собраны, зонтики собраны. Вот такие были корзинки с цементом. Все уже собрали. Скоро, наверное, заберут, увезут. Будут хранить до следующего сезона. Вот, так что пляж наш вот такой вот пустенький. И в случае, если теперь захочется прийти на море и поваляться, ну, в основном мы не валяемся, мы заходим, купаемся и уже убегаем домой. Те, кто живет рядом с морем, зачастую вообще на него не ходят. Ну, а мы, поскольку мы приехали, цель наша была это вот Средиземное шикарнейшее море, мы приходим на него все равно регулярно. Бывают дни, когда мы не можем пойти на него, но если мы ничем не заняты, никуда не уехали, никто нас не пригласил никуда, то обязательно мы приходим на море регулярно, купаемся, но достаточно быстро все это происходит. Мы искупались, не знаю, там 20 минут, полчаса максимум, выбегаем, одеваемся и уходим домой. А когда мы ездили на лето, либо там на 2 недельки бывали такие тоже отпуска у нас, тогда, конечно, тюленью валяешься на пляже с утра и до вечера. Вот. Сейчас у нас такой нужды нет, поэтому, если очень сильно захочется поваляться, нужно будет нести свой коврик. Зонтик уже тоже не актуален, потому что достаточно холодно. Чем от этого солнца прятаться, лучше на этом солнышке побыть и немножко погреться. Ветер дует сильный. Ребятушки, вы готовы? Олег, очки закладывай. Пойдемте. Вот здесь прям, Миш, вот здесь прям поднимайся на газон, не будем сюда идти. А то Миша через эти горшочки прошелся, чуть не навернулся. Так, мои маски давайте я возьму, шорты. Миша, свою эту возьми. Миша, Олег, хочешь, полотенце тоже положи в рюкзак, чтобы не тащить в руках? Давай. Мы маски ищем такой. Вон она, Миш, под твоей майкой. Все, мы пошли домой к Алексею. Я еще сегодня хочу хинкали налепить, соседей угостить. В общем, все, пошли домой. Слушайте, так приятно. Сейчас встретила подписчицу, представляете? Они в Ардемли квартиру купили. Вот. Сказали, будут здесь наездами. Ну, еще, надеюсь, не знаю, если смотрят наши влоги, точно смотрят мукбанги. Сейчас вот она сказала. Каждый вечер, ни один вечер не проходит, говорит, без мукбангов с малоежками. Вот. А она такая кричит, бежит женщина и кричит: Оля, Оля! А я не пойму. Я смотрю, вроде визуально, я ее не знаю. Мама. Олег, сделай, пожалуйста, дай майку. Визуально я ее вроде не знаю. На лицо смотрю и не узнаю ее. Она кричит: Оля, Оля. Ну, естественно, я дождалась, когда она к нам подбежит. Просто дави туда. Ага, все, сынок, все, спасибо. Дождалась, когда она к нам подбежит, и она говорит: а я ваша подписчица, мы, говорит, каждый вечер смотрим ваши мукбанги, знаем ваших детей. Миша, привет, Олег, привет, да, Миша? Приятно? Так, сейчас камеру протру. Что тут продают? Авокадо. Merhaba.
Вот, и мы, говорит, ваши подписчики из Казахстана, та-та-та, короче, так приятно, вы такие приятные люди, вы такие позитивные. Слушайте, ну как приятно, я прям это самое, аж настроение поднялось. Ребят, вам приятно? Да. Я говорю, видишь, этот знаю, говорю, Миша, что тебя Миша зовут. Да, всех знаю, говорит, Олег, Миша, всех знаю, говорит. Слушайте, так приятно, здорово, классно. Так что скоро будем жить по соседству, они будут в Эрдемли, а мы буквально в Эрдемли порой бывает по 2 раза в день ездим, поэтому соседи прям наши соседи. Вот. Еще одни подписчики, с кем мы подружились, Владимир и Инесса, приветик вам огромный. Вообще оказалось, что живут в нашем комплексе. Так приятно встречать вас, друзья мои. Спасибо, что подходите. Я знаю, что есть еще у нас зрители, которые, если видят, то стесняются подходить. Подходите, знаете, как это классно. Мы сейчас обменялись положительными эмоциями, заряд положительного настроения получили друг от друга. В общем, очень приятно. Мы рады очень сильно. Доброе утро всем. Нам наша любимая подружка вчера дала колбаску. Дети сейчас будут завтракать. Вернее, дети уже завтракают. Приятного аппетита, дети. Также у них сыр. Я тебе сказала, вот сюда стул поставь, и тогда не надо так тянуться, как ты тянешься. Ты дотянулся, потом Олег будет тянуться, просить в обратную. Я же сказала тебе перед завтраком. Ой, не надо так, подними стул, пожалуйста. Сыр, арахисовая паста, масло, оливки гриль. Приятного аппетита, дети. Завтра кашу вам сварю, сегодня нет настроения. Я все снимаю. Ой, что-то у меня горло першит. Не то чтобы оно болит, я вообще не понимаю, что это. Открываем уже дверку. На ночь закрываемся, уже холодно. Утром открываемся, уже жарко. Вот, как-то так. В общем, у детей тут срач. Сколько бы я ни просила. А ну, так, все, я выключаю камеру, буду ругаться. Алексей здесь накрыл стол, пригласил меня к столу. Бананчики. Практически идеально сервирован стол. У нас здесь авокадо. Кстати, Светлана Пауль сказала, авокадо надо на хлеб и с солью. Вот. Ладно, нам приятного аппетита. Человек тут учится мордочки корчить. Такое ученое лицо. Да. У нас там солнышко, погода замечательная. Всем желаем хорошего дня, отличного настроения. Мне першит в горле. Я знаю, что у нас подписчики еще и медики тоже есть. Подскажите, пожалуйста. Просто першит в горле. Оно дерет, как будто пепла этого сигаретного наелось. Но при этом оно не болит. Кашля нет. Голова иногда немножко побаливает. Надо это. Хочу заболеть, но видно погода не позволяет. И вот какое-то такое состояние не заболевшего нестояния. Да? Угу. Мама, Смотрите, вот как интересно с Алексеем позавтракать вместе. Не отрывает взгляд от телефона. Отключили интернет, пообщался с женой. Оказывается, интересная женщина. Да? Может, пойти делать интернет? Да? Интересная женщина, давай завтракать. Иди занимайся.